Ну, знаешь, можно было не стесняясь говорить какие-то вещи, потому что не было затеи стать популярным на уровне страны. Но тем не менее, на всякий случай все равно как бы было принято решение там использовать маску. Когда ты типа артист, да, определенная база, то когда ты запуливаешь синглами, то их добавляют все. Кто тебя слушает, кто в твоей базе, они все добавляют по одному. Когда ты записываешь 20 треков, то из них добавляют 4-5 лучших. И то есть смысла выпускать 15 треков, 20 сейчас вообще нет. Что я говорил, но вот рэп я слушать никогда в жизни не буду. Просто никогда в жизни. Это был год 90, наверное, 9 уже. И в этом же 99-м году меня просто подгоняют кассеты. Легальный бизнес, там что-то вообще, Bad Balance. Что-то очень жесткое, короче, было. Ну и я начал слушать там все вот это и вникать. На меня это повлияло просто, ну я не знаю, перевернуло всю мою жизнь, можно сказать. На стене в окне смолктаун, по приборам через туман, неразрешенный тут жирный план, капюшонный не Ку-клукс-клан. Чтоб подобраться к отряду, что такое стая знать надо. 0 сомнений, 1 вера, 2 брата, 3 бланта, лишь звон цепей. Стало тихо среди людей, стало ну, это, представляешь, атмосфера. Это 15 человек, 20 тусуются, колонки, играет рэпчик американский, там какой-то Natural by Nature, Dr. Dre. И просто, ну, все тусуются, девчонки, пацаны, играют в стритбол. Ну, это не могло, знаешь, не захватить, только ненормального человека, наверное, не могло не воодушевить это. Просто снимем, как я танцую. Вот тут вот я записывал все альбомы первые на этом доме. Ну, у меня родители здесь живут, я когда с ними жил 17 лет, там 18. Ну, получается, после армии какое-то время жил, пока не съехался. Будущей супругой. Сначала это было, ну, что-то такое нереальное, даже не верится, ну, не веришь своим глазам, что это с тобой происходит, потому что выходишь в зал, ну, это то, о чем ты мечтал, по сути. Ты выходишь в зал, и там просто головы одни. Вот, например, выступление в Лужниках, есть видео, там, крутейшее, где мы выходим, там, не помню сколько, десятков тысяч человек. Они еще... Было такое, что они кричали, то есть выступали рэперы до нас, я не помню точно какие, они на их выступления скандировать начали, чемодан, то есть там первые ряды прям начали вызывать, и к нам подошел организатор, мы должны были быть еще через 2 группы, но он подошел и сказал, нам придется сейчас вас выпускать, потому что они не дают тебе выступать никому. И все, и мы вышли, и там просто, знаешь, там, когда уже крик вот так вот звучит. Ехать губы, хэпать и крупно не настолько, чтобы не осколки разбиваться на работе. Пока мы с Леной на компоте, дела в поте, и она не против, мы из крови и плоти. Волосы, ногти, а у меня беда, чем он навсегда, вверх-вниз борода. Нас тошнит от похоти тех жирных уёбков. Мы хотели бы хавать икру, но не настолько. Скажи, какие у тебя манеры? Вскрыть вены или скрыть вены от геры? Похуй, какая вера, похуй, кто как мочит. Руки в потолочек, двигаем под басочек. Примерно этой ночью, но еще не точно. Была волна такая, и сразу же много групп стали выбирать похожие минуса, там вот как, ну, как-то, не знаю, стилить, назвать это все андеграунд, делать типа как можно проще. Но будет круто, завтра будет новое утро без перламутра. У них не так, у нас мрак и мат. За тактом в такт, но уже близок закат. Это суббота мутная, но будет круто. Завтра будет новое утро без перламутра. Как в наше время пропиариться, добиться успеха в хип-хопе? Я считаю, что надо собрать свою аудиторию. Нам говорят, что мы не андеграунд, но я считаю, что если ты записал 10 альбомов и тебя не слушает толпа людей, то ты долбоёб, а не андеграунд.
Ну да, поначалу вообще можно было писать треки по несколько за неделю. Можно было сесть вечером, начать писать бит, и там к часам 2 ночи, к часу получался такой охуевший бит, что я не мог ложиться спать. Я просто садился и писал текст. И у меня получался один куплет, но я опять же не мог остановиться, у меня получался сразу второй. И типа я уже просыпался утром, включал бит, у меня был готовый текст, я пробовал, и мне это офигенно нравилось. И я сразу же записывал в этот же день. То есть, грубо говоря, там за сутки мог и написать и бит, и текст, и записать какой-нибудь трек на батл. Но по прошествии времени была вот такая небольшая депрессия уже в позднем творчестве. Музыка, которую я слушал, мне намного больше нравилась, чем та, которую я делал. Я не мог писать, а то, что я писал, мне не нравилось. Я махал рукой, типа, да нахуй, не буду это выпускать. При условии, что я уже тогда там оступался, были альбомы «Абсурд и Аллегория», которые не совсем доделанные, и которые я просто торопился выпустить, потому что поставил себе такую планку — выпускать по альбому в год. Вся музыка, которая была придумана до этого, она всего лишь для сэмплов, для рэпа. Классика, джаз, вся. Это все было придумано для сэмплов рэперских, чтобы рэперы использовали. Так что рэп — это наивысшее, как бы. И Тупак ко мне пришел вчера после. Тупак пришел ко мне и сказал: ты должен сделать свое дерьмо, записать, взять всю музыку и сделать свой рэп. Новый бал 13, твой новый бал 13, твой новый бал 13, твой новый бал. Маска позволяет демону обрести лицо. Такая история демона. Может быть, как-то обуздать его немного. Может быть, демон сам выбирает маски. Что такое 13? Ну, 13 это как объединение людей, которые по взглядам схожи, и некая прослойка, может, общества, которые живут похоже, мыслят похоже. Люди могут в разных частях мира прийти одни и те же мысли в один и тот же момент. Также с 13 это пришло просто, оно вот так появилось. Потом уже там ты в 13-м доме начинаешь жить, снимаешь офис, он у тебя 13-й, фирму регистрируешь 13 числа. Ну и там всякие моменты такие, все, 13 повсюду. Числа — мощная тема. Цифры. 13 это сильное число. Город перекрытых судеб. Здесь не по одежде судят. Здесь мы только внешние люди. В темноте кромешной в худе, где мы только ток сосуде, где тела тонули в блуде, где ножи в карманах в моде. Мысли с кассет рэп-суди. Я тратил лавема вроде, и я пуницам привых мелодий, и я цепи окуна в палладе, и я разрушал мечты у Влади. Влади, вокруг только психи, даже то, что тихий. Головы летят от такой шумихи, всех прорвало на хихи. Я говорил же, островитяне наведут мосты, чтобы выписать миру пизды, бык, сильнее. Образ Донни Дарко. Я просто его увидел где-то в мультике. И потом уже спустя год, наверное, я случайно напоролся на фильм этот Донни Дарко и посмотрел его. И там очень много нашел пересечений с собой. И в жизни там некоторые моменты схожи. Все, маска выбирается. Не знаю, не стараюсь это как-то объяснить, значит так.
Значит, так должно быть. Среди безголовых шлюх деньги, калы, люди, мухи. Не теряя собой нюх. Улица, где злые духи. Боль внутри моих тату расползается, как слухи. Где мог быть от крылья пух? От игл шрамы, дрожащие руки. Улица разбитых лиц, улица убитых птиц. Они летят, но летят только вниз. Не задохнись от любви этих жриц. Один на всех шприц, я громче ори. В итоге заткнись, нами не грарицы. В колесах без спиц, никого не волнует. Почему нам не спится, никого не волнует. Какой длинный уже запахом гнилой плоти. Два крыла в секонд-хенд дисконте. И что, когда релизим-то? Сейчас и переговоры ведут. Так, походу, альбом, да, тогда сначала? Так сделал. Что мы